Здравствуйте, дорогие друзья! С 27 сентября до 19 октября 2021 года период ретроградного Меркурия. Для одних людей этот период будет сложным, а для других, наоборот, очень хорошим. Если вы будете смотреть видео до конца, то обязательно узнаете, на что надо обращать внимание во время ретроградного Меркурия и как правильно использовать потенциал этого периода с наибольшей выгодой для себя и окружающих вас людей. А также, кто же эти счастливчики, для кого этот период благоприятный? Вас ждет приятный бонус, дополнительная информация, которая касается каждого из вас, согласно вашей карте рождения. Друзья, подписываясь на мой канал, сразу же нажимайте на колокольчик. Благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео до конца и делитесь с другими. Пусть все у вас будет хорошо. Я очень хочу, чтобы мои видео приносили вам пользу. Дорогие друзья, почему мы обращаем внимание на период ретроградного Меркурия? Дело в том, что Меркурий оказывает очень сильное влияние на нашу жизнь. Считается, что Меркурий покровительствует торговле, обучению, финансам, работе, транспорту и обмену информацией. Во время ретроградного движения этой планеты во всех сферах деятельности, которые я только что озвучила, могут производить сбои и задержки. В это время не стоит начинать новые дела и проекты, учреждать предприятия, заключать сделки, открывать онлайн-школы, запускать курсы, знакомиться с деловыми партнерами. Возможен вообще перенос важных переговоров, отмена ранее назначенных встреч и изменение прочих договоренностей. Следует быть вообще морально готовыми к любым неожиданностям и по возможности вообще перенести важные встречи и заключение сделок на более поздние сроки. Вот туда, после 20 октября. Как правило, на ретро-Меркурии бывают задержки в вопросах подписания, выдачи или оформления любого вида документации. Новые знания вообще усваиваются с трудом. Все происходит замедленно и не всегда соответствует нашим ожиданиям. Поэтому придется проявить терпение. Не стоит начинать сдавать важные научные работы, рукописи и так далее на окончательное утверждение. Лучше вообще все перепроверить. В этот период желательно не переезжать в квартиру, дом, офис, не брать и не сдавать в аренду помещения, не производить обмен. Ведь в это время возможны задержки, обманы и препятствия. Все нужно перепроверять. Лучше отказаться от приобретения дорогостоящих вещей. Особенно это касается автомобиля и компьютерной техники. Если вы уже решили что-то покупать, то изучайте все условия сделки. Важное и серьезное решение желательно отложить до тех пор, пока Меркурий не выйдет из этого чудесного ретроградного состояния. В это время чаще, чем обычно, ломается техника, могут давать сбои средства связи. Многие теряют мобильные телефоны чаще, чем обычно, планшеты, ноутбуки. Ухудшается работа транспортных компаний, почты и курьерских служб. Поездки, особенно короткие, могут отложиться или пройти со сложностями, даже потерями. По возможности отложите путешествие. Да, я понимаю, что очень хочется, но иногда может так оказаться, что лучше все-таки отложить. Если вы все же решили отправиться в путешествие, то спланируйте все заранее. Очень важно перед самым отъездом проверить наличие документов и других необходимых вещей. Внимание! То, что я сейчас скажу, очень важно. Для многих из вас неблагоприятное воздействие периода ретроградного Меркурия усилится вообще за счет влияния вашей карты рождения. Так как каждый из нас, согласно нумерологии, живет по девятилетнему и девятимесячному циклам, то очень может оказаться, что лично для вас в это время неблагоприятно по соображениям именно нумерологии. Для того, чтобы определить, каким будет для вас этот период,
Вам надо рассчитать свое личное число. Личное число – это сумма дня и месяца вашего рождения, свернутая к однозначному числу от 1 до 9. Например, если вы родились 23.05.1977 года, тогда вам надо сложить 2 плюс 3 плюс 5 равно 10. Сумму 10 сведите к однозначному числу путем сложения 1 плюс 0 равно единице. Ваше личное число равно 1. Поставьте видео на паузу и рассчитайте ваше личное число. Вы также можете рассчитать личные числа для интересующих вас людей. Ведь это могут быть члены вашей семьи или партнеры по бизнесу, ваши сотрудники. Пример расчета есть также в описании под этим видео. Согласно нумерологии, для людей с личными числами 1, 2, 3, 4, 8 и 9 период ретроградного Меркурия с 27 сентября до 19 октября будет не только очень сложным, но может принести существенные потери, если не соблюдать рекомендации, приведенные в этом видео. Если вы хотите узнать о том, каким для вас является 2021 год и конкретный календарный месяц, рекомендую посмотреть видео из моего плейлиста «Прогнозы». Ссылка на плейлист сейчас появится в правом верхнем углу, а также есть в конечных заставках и в описании под этим видео. Что же можно делать во время ретроградного Меркурия? Оказывается, очень многое. Вы можете, во-первых, анализировать принятые ранее решения и произошедшие события. Это поможет выявить и исправить возможные ошибки. Во-вторых, консультироваться у нумерологов, астрологов, психологов. В-третьих, вы не поверите, можете увольняться со старой работы. И в-четвертых, начинать психотерапию. А в-пятых, отдавать в ремонт поломанную технику и автомобили. Благоприятными будут завершение старых дел, встречи с давними друзьями и знакомыми, а также окончание учебы. Вообще-то это очень хороший период, чтобы закрепить пройденный материал. Медитировать, очищать и успокаивать свой ум. В это время следует особенно внимательно прислушаться к интуиции, глубже осмыслить какие-то важные факты и информации, ведь в другое время, может быть, вы не успели и не смогли это сделать. Все это поможет избежать ошибок и потерь и будет вам во благо. Друзья, обращаю ваше внимание на следующий факт. Ведь периоды ретроградного Меркурия происходят ежегодно, и их общая длительность составляет больше 2 месяцев в году. Таким образом, в вашем окружении есть люди, которые родились в период ретроградного Меркурия. Мало того, вы тоже можете оказаться среди них. А для людей, рожденных в этот период, это время ретроградного Меркурия принесет массу приятных сюрпризов. Оказывается, в период ретроградного Меркурия эти люди, являются везунчиками. У них появляется много возможностей, и им следует максимально использовать это время для реализации своих планов. Мой опыт консультирования показывает, что если клиент что-то срочно решил купить или оформить сделку в период ретроградного Меркурия, ну бывает так, ну вот нужно, то ему необходимо для этого привлекать людей, которые родились в этот период. Я рекомендую также для выбора благоприятных дат пользоваться моими нумерологическими прогнозами на год и конкретный месяц. Может так оказаться, что согласно нумерологии для вас или человека, на который вы хотите оформить сделку, это не самое лучшее время. И то, что он или вы родились на ретроградном Меркурии, не спасет ситуацию. Помните об этом. Под этим видео я дала ссылку на календарь периодов ретроградного Меркурия, начиная с 1960 года. Следующий период ретроградного Меркурия будет с 14 января до 4 февраля 2022 года. Я обязательно сделаю видео на эту тему. Следите за анонсами моих видео в соцсетях, а также на моем канале. Искренне желаю вам, чтобы вы
находили выход из любой ситуации. Друзья, подписавшись на мой канал и нажав на колокольчик, вы не пропустите новые видео и прямые эфиры. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь с друзьями. Учитесь жить в гармонии со своей датой рождения, и пусть нумерология станет вашей путеводной звездой. Всем добра и благости. До новых встреч!